Можно управлять музыкой, не нужно никаких кредлов зарядки, максимально эффектная переориентация информации на дисплее, что сразу делает браслет более интересным. 3 цвета в стоке, приличное количество watchface'ов, браслет не боится воды и в электричке метро шаги он не считает. Максимально простой фитнес-браслет с минимумом функций и программой на русском языке. Tube624, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, я ищу интересные мне вещи, разбираюсь в них, а потом рассказываю об их особенностях вам. Максимально быстро и подробно, подписываемся с колоколом и не забудьте прочитать описание к видео, там условия ежемесячных розыгрышей. Сейчас в розыгрыше целых 12 девайсов и даже телефон. А сегодня я расскажу вам о фитнес-браслете Realme Band. Распаковали этот странный браслет. Упаковка ничего выдающегося, китайско-индийский Китай. В комплекте ремешок, капсула браслета и документация. Все стандартно китайского, но в то же время не подвального вида. Первое, на что обращаешь внимание, нет зарядного устройства. После того, как понял, что нужно снимать ремешок, это действо ставит тебя в тупик. Первый раз его так сложно снимать, и он так туго идет, что думаешь, браслету придет при попытке зарядить логический конец. Сломать, как оказалось, в итоге его довольно сложно, и я сломать его не смог. Зарядил, как вы заметили. Способ зарядки здесь довольно странный, но горячо любимый кустарным Китаем. У них таким способом очень много браслетов заряжается, но из брендовых такие мне не встречались. Как вы уже поняли, необходимо снять ремешок браслета и оголить один из контактов под USB. После чего вставляем этот контакт в любой концентратор USB под напряжением, и браслет начинает заряжаться. Подойдет любая зарядка, либо USB-порт у любого компьютера. Далее скачиваем уже знакомую нам программу Realme Link из Play Market. Даже не стану предполагать, что люди с айфонами станут покупать данный девайс, это уже за гранью, поэтому iOS я не рассматриваю в принципе. Скачали, и здесь очень важно при регистрации указать в настройках именно страну Россия, потому что если у вас будет стоять, как у меня, первоначально материковый Китай, программа браслет не увидит. Я для регистрации использовал номер своего сотового, зарегистрировался без проблем, программа работала. Конечно же, на телефоне при подключении должен быть активирован Bluetooth. Подключили, обновили браслет, смотрим программу. В программе мы можем увидеть оставшийся заряд браслета, статистику по шагам, сну, пульсу и тренировкам. К слову, спать с браслетом можно, но нужно привыкнуть. Да и ремешок пусть и неплохой, супер качеством не отличается, хотя классическая металлическая застежка мне понравилась. И во время сна браслет мне не мешал, но встречал я качеством ремешки получше, хотя по цвету в стоке таких ярких у меня еще не было. К слову, пачкается желтый ремешок довольно быстро. Запускать тренировки можно прямо с программы, не только с браслета, тогда будет использоваться встроенный в телефоне датчик GPS, пока телефон будет с вами. В браслете, конечно же, GPS нет. Трек он вам не нарисует никак. И NFC, конечно же, в браслете нет тоже. Заходим в настройки браслета. Первое — это тема экрана. Ничего выдающегося, но их много, и они все читабельны. Далее напоминание о вызовах. Притом, когда вам звонят, вы видите только факт вызова. Номер и имя того, кто вам звонит, браслет не показывает. Вызов можно сбрасывать прямо с браслета. Уведомления можно получать вообще от всех программ. Отвечать на уведомления, конечно же, нельзя. Стандартное напоминание о бездействии. Засиделись, браслет вам напомнил. Будильник. Их здесь можно выставить до 10 штук, в принципе, за глаза. Далее напоминание о том, что вам нужно выпить воды. Вариантов в настройках море, когда, как и почему. Но функция по мне сомнительной полезности, я вот не уверен, что кто-то ей пользуется. Следующим идет мониторинг пульса, притом минимальный интервал измерения один раз в 5 минут, а не раз в минуту, как в обычных браслетах. Примечательно, что после последней перепрошивки у воздуха браслет пульс не считает. Вот тебе и супер лоу-кост. Настройка режима не беспокоить, выбор режимов упражнений. Из 9 упражнений вы выбираете 3, которые будут доступны на браслете. Активация по повороту запястья, чувствительность не настраивается, и в работе это дело, если честно, не супер. Следующий идет функция автоматического определения упражнений. Браслет может определять бег и ходьбу. Далее можете выставить цель по шагам, выставить яркость и автоматизировать ее для уменьшения ночью. Яркости в солнечный день лично мне было мало, хотя я все видел. Далее выбираем язык, при том, что русский язык у меня упорно не вставал как язык системы. И наконец настраиваем дополнительные функции. В них можно выбрать только 2 из 4, которые будут в браслете. Погода, секундомер, управление музыкой очень скромное, и ютубом оно не управляет. И поиск телефона. Далее изменение пульсовых зон вручную, и вот оно, ротация экрана. Горизонтальный текст по мне очень классная штука, необычно и удобно. Следующий идет настройка единиц измерения, выбор, когда ваша неделя начинается, можете начинать ее с субботы. Обновление, перезапуск и удаление устройства. Ничего плохого или супер хорошего про внешний вид устройства сказать не могу. Не печально, но и не волшебно. Хорошо собранный супер лоу-кост. Царапинам экран не подвержен. Застежка ремешка, как я уже говорил, из металла, что делает
делает внешний вид более приличным. Иконки сообщений браслет не показывает, сообщения не сохраняются, активности плавания здесь нет. Меню в часах тоже супер простое, притом все действия осуществляются при помощи единственной сенсорной кнопки. Ложное нажатие вряд ли будет, потому что она не такая уж чувствительная. Цвет в стоке у ремешка на выбор черный, зеленый, желтый. Вес и габариты видите сами. Размер 19 мм на 11 на 24 мм. Вес всего 19 граммов. Все максимально минимальное. Ремешок на запястье съемный, ширина 16 мм, регулируемая длина от 152 мм до 227 мм. Аккумулятор емкостью 90 мАч на неделю с отслеживанием пульса его хватает и, соответственно, отслеживанием сна. Экран размером 2,4 см, 0,96 дюйма и разрешением 80 на 160. Если сказать прямо и честно, то такой убогенький. И на солнце читабелен он тоже, но выглядит уже слабовато после всяких бендов от Xiaomi и Huawei. Управление все сенсорной, кнопкой привыкаешь, но ощущение, что это каменный век. По железу внутри трехосевой акселерометр, датчик сердечного ритма, роторный очень топорный вибромотор, но разбудить он вас сможет. Водонепроницаемость IP68, что значит, воды он не боится вообще, если вы его в ней не потеряете. Старенький Bluetooth версии 4.2, на который я бы особо полагаться не стал, но в то же время у меня в связке с Pixel 4 браслет меня не подводил. Хотя по отзывам у людей есть проблема с оповещениями. Вот в принципе и все, чем может похвастаться данный девайс. Пульс по моим тестам считает он верно, шаги в транспорте, в том числе в метро, как я уже говорил, у меня не считал. Тактильно забываешь, что на тебе есть браслет уже на второй день. Дневной сон, кстати, браслет, к сожалению, не считает, но ночной посчитал у меня правильно. Очень он легкий и невесомый. Можно сказать, в нем ничего и нет. С другой стороны, что должно быть в фитнес-браслете? Воды не боится, шаги считает, выглядит прилично. Пиксельные экраны в принципе у всех браслетов, хотя здесь, конечно, да, такой старенький. 8 пунктов меню, большинству в принципе за глаза. Браслет это ведь не часы. Цена по ссылке в описании к видео с бесплатной доставкой всего $18. Но магия не в ней, магия в том, что на сейлах народ реально покупает его по 11. А за $11 это нормальная такая простая игрушка. Резюмирую, советую тем, кому больше вообще ничего не нужно. Повторяю свою мысль из обзора фитнес-часов Realme, который вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Там тоже ничего суперского. В девайсах Realme нет ничего лишнего. Они облагороженная форма китайского ширпотреба, который продают по $10 по всему Алиэкспрессу. Стабильный такой, качественно сделанный супер лоу-кост. Mi Band 5, конечно же, лучше во всем и дороже больше, чем в 2 раза на распродажах. Подписывайтесь на канал с колокольчиком, не забывайте подписаться, кстати, на телеграм-канал со скидками в прикрепленном комментарии. Ближайшая распродажа 26-го, у меня будут личные промокоды, я туда их скину. Ставьте лайк за труды, пишите, что еще купить на обзор, девайс сюда или нет, польза не отдаст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.